начале 1980-х годов основатель и участник дуэта Modern Talking Дитер Болин открыл звезду мировой поп-эстрады Сиси Кетч. Однако он в равной степени приложил руку и к творческому перерыву певицы, не захотел вовремя принять ее самостоятельность, отпустить свободное плавание. Тем не менее, сейчас Сиси Кей остается легендой. Ее песни заставляют старшее поколение предаться ностальгии, поэтому она частый гость ретро-концертов в разных точках мира. В конце 80-х она была невероятно популярна в России. Ее песни крутили на всех дискотеках Перестроечного Союза, а эпатажный образ певицы с начесом, ярким макияжем и косухами стали образцом для подражания у советских модниц. Официально Сиси Кетч сейчас не дает концертов в России, Украине и Беларуси, но в частном порядке, пожалуйста. Цена вопроса от 40 до 70 тысяч евро. И звезда диска будет у вас на корпоративе, вместе с подтанцовкой из двух парней латиноамериканской наружности. Отработает полноценный концерт со всеми своими хитами, но иногда просит не выкладывать фото или видео в сеть с ее участием, только желательно по согласованию. Поэтому фото и видео с ее концертами на частных корпоративах, вечеринках или днях рождениях в сети мы не увидим, или таких крайне мало. Раньше, до пандемии, Сиси Кетч много раз выступала на фестивалях и ретро-дискотеках в СНГ странах и больше всего в России. В России сейчас их нет, но в Восточной Европе такие фестивали проходят, хоть и не такие масштабные, конечно. Все контакты менеджеров Сиси Кетч, а также готовые билеты на все ретро-дискотеки 80-х в любых странах всегда есть на ее немецком сайте. Официальный аккаунт Сиси Кетч ВКонтакте продолжает работать и регулярно пополняется новыми материалами. А вот в популярной соцсети X вы не найдете настоящие странички певицы, потому что там певица зарегистрировалась под своим настоящим именем Каролина Мюллер, или по крайней мере я не смог ее найти под сценическим псевдонимом. Как сама певица вспоминала позже, разрыв с Дитером Болином случился в 1989 году. Тот контролировал каждый ее шаг и не оставлял никакого пространства для творчества. Он был очень тяжелый человек, постоянно хамил. В какой-то момент я просто выбежала из студии, где мы писали альбом. Позже меня уговорили вернуться и дописать пластинку, но к тому времени решение уже было принято. Нам с Болином было не по пути, говорила артистка. Расставание с композитором и продюсером стоило денег и нервов. Болин подал в суд, намереваясь оставить за собой право на сценическое имя Сиси Кетч. Он заявил, что имя – это его собственность, но это не соответствует действительности. При телефонном разговоре мы вместе нашли имя Сиси Кетч. И, что я считаю особенно подлым со стороны господина Болина, это то, что он предложил мне выкупить мое имя за 500 000 марок, говорила певица в интервью известному музыкальному журналу. Позже певице удалось в суде отстоять свою правоту. Под именем Сиси Кетч она продолжает выступать и сегодня. Теперь версия об разрыве творческих отношений со стороны Дитера Болина. С фамилией Мюллер хорошо продавать простоквашу или гардины. Она подходит деревенской толстушке, но с такой фамилией ни в коем случае не стать поп-звездой. Пишет в своей книге «Ничего, кроме правды» Дитер Болин, автор псевдонима Сиси Кетч и всех хитов певицы. По его словам, в 1985 году его затащили в какой-то деревенский ресторан недалеко от Бремена. Там очень навязчивый и напористый мужик по фамилии Мюллер, вылитый торговец рыбой на базаре, пытался подпоить Болина, убедил его прослушать в студии свою дочку. Она выступала тут же, в том ресторанчике, в составе местной девичьей поп-группы. Отец Каролины в 1981 году, скопив 20 000 марок, бросил работу на производстве кирпичей и тротуарной плитки и основал агентство по организации праздников. С этого и началась карьера певицы. После школы-то Каролина работала простой швеей на фабрике и училась на дизайнера одежды. Дитер Болин нашел некую изюминку в деревенской девушке, которая причесывалась будто колотушкой для картофельного пюре, как говорил Дитер, и записал с ней на пробу одну песню «I can lose my hair tonight».
Успех был мгновенный и ошеломляющий. Каролина не обладала выдающимся вокалом, но могла издавать замечательные трели при помощи буквы «Х». Когда она пела «I love you», то у нее это скорее звучало не как «я люблю тебя», а как «я люблю тебя». И таким своеобразным высоким мини-звуком, как в тирольских пениях, с улыбкой, то ли сарказмом, пишет Дитер в своей книге. В этом была индивидуальность, а индивидуальность в нашем деле может быть важней, чем красивый голос. Я решил дать ей шанс. Через 4 года совместной работы с певицей, по версии Болина, случился острый приступ звездной болезни. Она возомнила себя дорогой и очень важной женщиной, со скандалом разорвала контракт с Дитером и ушла к конкурентам из компании Метроном. Дитер Болин судился и отобрал у нее право исполнять свои песни, а новые композиции в ее репертуаре, мягко говоря, не дотягивали уровня этих хитов. Хотел еще отобрать и псевдоним Сиси Кетч, но тут суд принял сторону певицы, постановив оставить сценическое имя ей, но за денежную компенсацию в пользу господина Болина. Проект Сиси Кетч заглох аж до 1998 года, когда в Европе вернулась мода на диско, а Болин перестал возражать против исполнения его песен Каролиной. Правда, само собой, не за бесплатно. Состоялось то, что Дитер иронически называет отъездом в Сибирь, имея в виду, что выступать Сиси Кетч стала в основном в России и других республиках бывшего СССР. В начале 2000-х это был безостановочный, чрезвычайно прибыльный чёс денег. Сейчас его приглашают намного реже, но все равно помнят и любят. Кстати, раньше в рейдере певицы значилась обязательно одна бутылочка хорошего шампанского в гримерке, а теперь уже нет. Каролина, по ее словам, сейчас окончательно отказалась от алкоголя и перешла на вегетарианство. О своей личной жизни исполнительница говорить неохотно. Писали, что в момент разрыва контракта с Дитером Болином у певицы был роман с барабанщиком Франком Отто, который тоже был задействован в ряде проектов создателя Modern Talking. Якобы Болин предложил Отто место в своем новом коллективе Blue System в обмен на разрыв отношений с Каролиной, и тот согласился и предал свою подругу. Фактически променял ее на место барабанщика дитеровской группы Blue System. Все бы ничего, но Каролина тогда была на 4-м или 5-м месяце беременности, а Франк спрятался в кусты, трусливо заявив: «Она может быть беременна и вовсе не от меня». Каролина сделала аборт, по другим данным у нее случился выкидыш, и больше детей Бог ей не дал, хотя очень пыталась. Позже Сиси Кетч переехала в Лондон, где стала увлекаться йогой, настолько, что даже замуж вышла. Это уже ее второй официальный брак за своего инструктора по йоге и медитации, англо-индийца по имени Эривата. Но длился брак недолго, всего 3 года. В 45 лет она обручилась с неким молодым бойфрендом, но брака не последовало. И честно признается, ей комфортно одной, теперь уж и не нужен никто. В одном из интервью артистка признавалась, что часто получает предложения о свиданиях от состоятельных людей, но сейчас она взяла паузу и хочет посвящать все свое время только самой себе. Многие поклонники звезды интересуются секретами ее красоты. Певица признается, что не прикладывает особых усилий для поддержания себя в форме. Артистка пользуется самым обычным увлажняющим кремом, который продается во всех магазинах. Пьет много воды и чая. От кофе, мясных продуктов и спиртных напитков Каролина отказалась уже давно. Кроме того, певица практикует медитацию и старается побольше спать, так много, насколько это возможно. Как говорит сама певица, я стараюсь есть максимально простые продукты. У меня плотный график, поэтому не всегда получается есть здоровую пищу. Но не обязательно питаться только здоровой едой. Важно соблюдать баланс. От здоровой еды ты устаешь, а человек должен быть счастливым, говорила она. Судя по последним публикациям СМИ, детей у нее по-прежнему нет. Женщине не обязательно иметь детей, чтобы быть счастливой, говорила она в интервью и добавляла: впрочем, если бы у меня был малыш, я бы посвящала ему все свое время. В интервью также певица на вопрос о своей семье предпочитала и вовсе не говорить о мужьях и экс-возлюбленных. У меня 3 брата, один из них женат, у него семья, второй брат обручен и скоро женится, у третьего есть подруга, делилась она. За годы работы на музыкальной сцене певица практически не изменилась. Те же обворожительные зеленые глаза, та же пластика и грация. Публика тепло встречает и по-прежнему восхищается певицей.
Проект Sissy Catch – это чисто семейный бизнес. Отец певицы, несмотря на свои преклонные годы, был ее главным продюсером, который, к сожалению, скончался в апреле 2024 года, о чем певица в виде постов проинформировала подписчиков и поклонников в разных соцсетях. Младший брат возглавляет фан-клуб певицы, ведет ее аккаунты в сети, торгует дисками, винилом, автографами и тому подобное. На сегодня певица продолжает активную концертную деятельность, хотя новых музыкальных релизов не анонсировалось. Из последних ее выступлений это 2 концерта в декабре 2025 года. Первый в польском городе Щецин совместно с Саманта Фокс, Bad Boys Blue и Оттаван. Второй выступление в Бухаресте в рамках мероприятия «Золотые диско-легенды». Ранее, в апреле 2025 года, певица участвовала в концерте «Дискотека 80-х в Мадриде» вместе с Бананарама, Саманта Фокс и другими исполнителями 80-х. В открытых источниках на данный момент нет информации о новых альбомах, синглах или значительных изменениях в личной жизни певицы. Последний музыкальный релиз певицы – это трек «Hail Me». Вышел в августе 2024 года в честь ее 60-летия. Песня была посвящена отцу певицы, который скончался в апреле того же года. Певица продолжает оставаться популярной среди поклонников диско-музыки, регулярно участвуя в ретро-фестивалях и концертах, посвященных музыке 80-х. Если вас интересуют дополнительные детали или будущее мероприятия с участием певицы, можно следить за ее официальной страницей в социальных сетях или на сайтах, посвященных концертной деятельности.